Здорово всем, вы на канале School PV. Это уже мое второе видео после долгого перерыва. Наконец-то у меня есть теперь больше свободного времени, и я могу посвящать его созданию видеороликов. Сегодня хочу поговорить с вами про такой данж, который называется Башня Будды. Это соло-данж. Эту херню уже давным-давно ввели, но много игроков в ней еще не было. Кому-то просто впадло разбираться, я не знаю, или они не удосужились почитать гайд, когда этот данж только вышел. А многие новые игроки даже не в курсе, что этот данж существует. Так вот, как я уже сказал, это соло-данж. В пати вы туда не зайдете. Каждый игрок его проходит один. И для того, чтобы сделать этот данж, скажем так, приближенный к соло-игре, вы не сможете по фулам набафаться, зайти туда и на изи ее пройти. То есть у вас не получится взять баф оборотня, убийцы, представить и так далее, зайти и на изи ее пройти. Нет. Как только вы заходите в башню, с вас все бафы спадают, даже ваш собственный, вам придется уже внутри им бафаться. Максимум, что вы можете сделать, это взять дух защитник, атака духов и прочие другие колеса, которые повышают эрекцию, и внутри их уже схавать, чтобы у вас был какой-то дополнительный баф. С ними история та же самая, если вы их схаваете до того, как зайдете в башню, они с вас спадут при заходе. Также с вас спадает все набранное вами чи. Но это не проблема, здесь стоит вот этот вот старый дед, которого можно отпиздить и набрать себе чи по фулам. Ты пиздел. Нас, сука. Условия для того, чтобы зайти в эту башню, вы должны быть не ниже 89 уровня, и, соответственно, у вас должен быть пройден престиж на этом уровне. То есть вы должны будете взять рай или ад, так как без этого вас просто даже в локацию не впустят, где находится этот данж. А находится он в раю. И несмотря на то, что башня забирает у нас все бафы, взамен она дает нам свои собственные. В нашем распоряжении есть 6 бафов, которые можно стакать до 20 раз. То есть каждый раз вы будете, когда брать этот баф, он будет якобы прокачиваться и становиться сильнее. Первый баф увеличивает нашу физическую и магическую атаку на 5000 единиц. Второй баф увеличивает физическую защиту на 3000 единиц. Каждый раз на 3000 единиц. Третий увеличивает магическую защиту на 3000 единиц. Четвертый увеличивает максимальный запас хп на 2000 единиц. Пятый повышает показатель атаки на 30 единиц. И последний баф на показатель защиты на 10 единиц. Каждый баф стоит 100 очков. Эти очки вы зарабатываете при прохождении этажей башни. Эти бафы работают в пределах башни. Как только вы с нее выйдете, эти бафы с вас спадут. Но не пугайтесь, очки, потраченные на эти бафы, не теряются. Когда вы по новой зайдете в башню, бафов на вас этих висеть не будет, но у вас будут эти очки. Вам нужно будет просто по новой пробафаться. Как я уже говорил ранее, очки для бафов вы зарабатываете за прохождение этажа. И награды точно так же. Вы прошли этаж, получили награду и получили очки для бафа. Вы можете потом возвращаться к старым этажам, которые вы уже прошли. Награду второй раз за него вы не получите, но очки для бафа вы получите. То есть таким образом вы можете проходить слабые этажи, чтобы набрать себе очков. Если вы уже там не можете какие-то хай-этажи проходить, вам уже сложно, вас убивают, возвращаетесь назад, проходите еще раз уже пройденные, чтобы нафармить себе очков на баф, чтобы вам в дальнейшем было проще. Но, блять, я не знаю, надо, сука, быть конченым задротом, чтобы ебашить один и тот же этаж, хуй знает сколько раз. Поэтому на это забейте хуй вот у этого типа, у этого деда старого. Нас, сука. У него есть кнопочка обмен наград. Здесь в списке вы найдете 2 итема, которые называются Сила Хаоса. Как только вы его сожрете, у вас сразу появится 4000 очков для бафа. Есть 2 варианта приобретения этого предмета. Первый это за 20 осколков реликвий, второй за 1 миллион юаней. Не пугайтесь, что у меня 5 чеков, я играю просто не на x1, а на x100. Я уже давно съебался с x1, потому что в пизду он, короче, катится кибеням ебаным. Кибеням ебаным, что вообще? Короче, не будем отходить от темы. Кто играет на x1, то бишь на Руофе, у вас здесь будет 1 миллион юаней. Эти осколки реликвий вы можете заработать, собственно, в этой башне. За прохождение этажей вы будете их получать в награду иногда. Вы можете их получить за ежу на тарелке. Ну, либо же, конечно, по стандарту купить у людей. Но если вы будете проходить эту башню полностью до конца, то вы за этот весь заход нафармите себе все 20 осколков реликвий, чтобы потом на следующий раз вам хватило купить этот итем. Ну, осколков 15, но это, наверное, 100%. Я уже сколько хожу в эту башню, меньше 15 осколков я еще не фармил за фулл заход. Ну, точнее, за фулл проход этой башни. Поэтому
вы их в принципе нафармите. Ну, 5 штучек докупить не проблема, это не очень дорого обойдется. Также помимо постоянных бафов, башня нам дает временные бафы. Особенно они будут полезны тем, кто не взял свою аптеку в башню. У нас есть 4 временных бафа. Первый защищает нас от любых повреждений на 15 секунд. Кулдаун 5 минут, требует 10 очков. Короче говоря, иммунка. Второй — восстановление здоровья в течение 30 секунд. Перезарядка 1 минута, требует 5 очков, то бишь хил. Третий баф уменьшает получаемый урон на 60% в течение 30 секунд. Кулдаун 5 минут, требует 10 очков. Что-то вроде черепахи. И последний баф увеличивает дальность простых атак на 20 метров на 20 секунд. Перезарядка 5 минут, требует 10 очков. Этот баф действует абсолютно на всех, вы можете даже вару взять этот баф, и он будет пиздить кастетами с расстояния 20 метров. И оборотень тоже. Кто угодно. Эти бафы, в отличие от постоянных, навсегда забирают у нас очки. То есть потраченные очки на какой-то из этих 4 бафов к вам уже не вернутся при перезаходе. Дальше. Теперь переходим к этажам. В этой башне 108 этажей. Да, вы не ослышались. 108, блять, ебаных этажей. Сука. Они разделены на вот таких 6 лепестков. В каждом лепестке по 18 этажей. В этих лепестках 8 различных сюжетов и 2 сюжета с боссами. Суть прохождения. Мы проходим 8 этажей с вот этими разными сюжетами. Потом 1 этаж с боссом. Потом снова 8 этажей с этими сюжетами. И еще раз этаж с боссом. С этим же. Только он теперь будет уже сильнее. Соответственно, потому что мы поднимаемся выше. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее враги. В итоге, суть прохождения одного лепестка. Мы проходим по 2 раза каждый из 8 сюжетов и 2 раза этаж с боссом. Я думаю, объяснил понятно, дегенератов нет. Различие между этими лепестками только в том, что в них разные боссы. Эти 8 сюжетов никак не меняются. В каждом лепестке они одинаковые. Просто чем вы выше поднимаетесь, тем сложнее проходить. Для того, чтобы начать прохождение, вот мы нажимаем вот сюда в центр кнопку начать, и нас автоматически перебрасывает уже на текущий этаж. Если, конечно, вы вручную не выбрали предыдущий этаж, который вы уже прошли. Слава богу, разрабы оказались не совсем конченными, и на прохождение этой башни нам дается неделя, а не 1 день. Если был бы 1 день, я, блядь, нассал бы себе в рот. Нам дается целая неделя, эта башня обновляется каждую среду. То есть вы можете зайти, допустим, сегодня, пройти этажей 20, вам уже заебалось, вы вышли, завтра зашли, прошли 1 этаж, вы обрыгались, забили на эту башню опять хуй. Послезавтра вы зашли, прошли 50 этажей, послезавтра вы зашли, прошли 50 этажей, ну и так далее, пока не надоест. Но на прохождение всех 108 этажей вам дается ровно неделя. Что очень радует, потому что этот данж заебистый пиздец, я его просто нахуй ненавижу. Но дроп здесь достаточно вкусный, вот сейчас плавненько переходим к нему. Здесь можно нафармить, соответственно, экспу и дух. Очень хорошо здесь поднимать экспу тем, кто только переродился. Будете левел достаточно хорошо поднимать, достаточно быстро. Также здесь можно выбить кахаресы, стелы для ЦГД, ту же аптеку дух защитник, не по одной штучке, а там по 50 штук прям пачками она падает. Можно выбить карты, коробки С, Б, А карты, шары дракона для точки. Те же самые вот осколки реликвий, про которые я вам рассказывал уже. Итемы для прокачки диска, как для повышения его левела, так и для прокачки силы звезды. То есть дроп здесь достаточно приятный. На хай-этажах там можно даже тома стихов выбить, которые там просто пиздатые, нереальный прирост к статам дают. Как выдается награда сама? Прошли этаж, получили награду. За прохождение обычного этажа с обычным сюжетом дается 1 награда, за прохождение этажа с боссом дается 2 награды. После того, как вы прошли этаж, у вас всплывает вот такое вот окошко с картами, за этими картами скрывается рандомная награда, кликнув по которой вы ее, соответственно, получите. То есть сами выбирайте, какую карту открывать. Прошли обычный этаж, вам дается 1 попытка раскрытия карты. Прошли этаж с боссом, вам дается 2 попытки на раскрытие карты. Вот, собственно, и все, как бы общие черты я вам вроде как рассказал, в курс дела вел, что такое башня, что она из себя представляет. В дальнейших гайдах мы уже будем рассматривать конкретно сюжеты для прохождения этой башни, каждый отдельно я буду рассказывать, как их проходить, что там делать и так далее. А на этом все пока что. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, репостите этот видос, показывайте его своим друзьям, соответственно. И до новых встреч, всем пока!